Есть путешествия, которые меняют жизнь, и каждый год миллионы людей отправляются именно в такое. Но знаете, за этим глубоко личным, духовным опытом стоит просто колоссальная организационная задача. Безопасность, логистика — все это в невероятных масштабах. Сегодня мы как раз и разберемся, как технологии и инновации преображают один из древнейших ритуалов человечества. Только вдумайтесь в эту цифру. 2,5 миллиона. Это не просто число на экране. Это как если бы все население, скажем, Рима или Киева, вдруг одновременно собралось в одном месте для одного события. Масштаб этого действа просто трудно себе вообразить. И вот тут возникает главный вопрос. Как вообще можно управлять с таким гигантским потоком людей? Как обеспечить не только их безопасность, но и комфорт? И более того, как сделать это священное путешествие еще более осмысленным и глубоким? Ответ, как оказалось, лежит в сочетании инноваций и глобального сотрудничества. И вот для решения этой, прямо скажем, титанической задачи было создано специальное событие. Это конференция и выставка по хаджу, которая во всем мире известна как Hajj Convex. Так что же это такое? По сути, это такой глобальный мозговой центр. Место, где встречаются лучшие умы со всего мира, инженеры, предприниматели, лидеры, чтобы обменяться идеями, показать новые технологии и, конечно, заключить партнерство. И все это с одной общей целью — сделать паломничество лучше. Но что, пожалуй, поражает больше всего, это скорость, с которой эта платформа набрала обороты. Ее история роста — это вообще отдельная, очень впечатляющая тема. Вы только посмотрите на эти цифры. Они просто говорят сами за себя. Всего за пару лет количество посетителей подскочило больше, чем в 4 раза. Число стран-участниц тоже в 4, а количество соглашений почти в 7. Это не просто рост, это, знаете, настоящий взрыв, который превратил Hajj Conference в ключевую мировую площадку в этой сфере. Окей, так в чем же секрет такого, просто феноменального успеха? Все дело в том, что структура мероприятия держится на 4 мощных столпах, и каждый из них играет свою совершенно уникальную роль. Давайте посмотрим на них по очереди. Итак, первый столб — Hajj Ignite. Можно сказать, это мозг всего мероприятия. Именно здесь проходят стратегические сессии, где обсуждаются самые-самые важные вопросы — от логистики и безопасности до цифровизации и устойчивого развития. И знаете, это не просто какие-то общие разговоры. Речь идет о более чем 25 конференц-сессиях, десятках ключевых докладов от мировых экспертов и почти 1000 делегатов со всего мира. Это настоящий плавильный котел идей, которые, по сути, и определяют будущее паломничества. Дальше второй столб — Hajj Connect. И если Ignite — это мозг, то Connect — это без сомнения сердце всего мероприятия. Это огромная выставочная площадка, где вся теория превращается в практику. Именно здесь компании и даже целые страны показывают свои самые последние разработки. Это могут быть умные браслеты для паломников или инновационные системы управления толпой. И именно здесь подписываются сотни соглашений, которые потом напрямую влияют на качество услуг для миллионов людей. Окей, третий столб — Hajj Lab. И вот здесь все становится очень практично. Тут участники не просто слушают, а реально учатся. Это целая серия мастер-классов и тренингов, которые направлены на повышение квалификации специалистов в этой сфере. Только представьте, более 50 тренеров, 80 часов интенсивного обучения для 2000 специалистов. Конечная цель очень проста и в то же время амбициозна — поднять стандарты обслуживания паломников на самый высокий мировой уровень. И, наконец, четвертый, самый футуристичный столб — Hajj Innovation. Это, можно сказать, взгляд в будущее. Специальная зона, где стартапы и новаторы представляют свои самые смелые, самые прорывные идеи. Что там можно увидеть? Да все что угодно. От приложений на основе искусственного интеллекта для навигации в толпе до экологичных решений для временного жилья. Это то самое место, где рождаются идеи, которые через несколько лет, скорее всего, станут стандартом для всех. Но знаете, Hajj Semi-Convex — это далеко не только официальные сессии и выставочные стенды. Это такой живой дышащий организм, где постоянно происходит что-то уникальное и порой даже совершенно неожиданное. И вот тут начинается самое интересное. Представьте, здесь есть хакатон для инженеров и архитекторов, есть кулинарный конкурс для шеф-поваров, есть даже бизнес-клиники для молодых предпринимателей. И это все доказывает, что улучшение опыта паломников — это очень комплексная задача, где важна буквально каждая деталь, от архитектуры до гастрономии. Но за всем этим огромным и многогранным событием стоит нечто еще более масштабное.
Все это напрямую связано с национальной стратегией Саудовской Аравии. И вот что важно понимать. Хадж Конфекс — это не просто какое-то коммерческое мероприятие. Нет, это стратегический проект, который является частью очень амбициозного плана Vision 2030. А одна из главных целей этого плана — модернизация страны и, в частности, кардинальное улучшение качества услуг для паломников. И вот эта цитата короля Салмана, она прекрасно все иллюстрирует. Служение паломникам здесь рассматривается не просто как обязанность, а как великая честь и миссия, которая должна быть подкреплена самыми современными и лучшими подходами. В итоге, Хадж Конфекс — это, конечно, уникальное явление. Он наглядно доказывает, что глубокое уважение к традициям может и должно идти рука об руку с самыми смелыми инновациями. И это подводит нас к финальному вопросу, над которым стоит задуматься. Что же происходит, когда одна из древнейших традиций человечества становится не просто ритуалом, а настоящей платформой для создания будущего?